Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин, канал Добрый Гена. Я продолжаю проект сауны для себя. И следующим этапом это утепление сауны, создание в ней такой хорошей атмосферы за счет хороших материалов. А именно я буду использовать Rockwool специально для сауны. Она идет сразу с фольгой. В ходе укладки это каменной ваты, это именно каменная вата стопроцентная. Я даже проведу один эксперимент. Но также нам понадобится вот такая вот металлизированная лента. И также еще понадобится обычная фольга. Ну, из инструмента нам ножик понадобится, ножницы и правило, либо любой другой инструмент. Ну, вот, в принципе, и все. Какая основная задача наша сейчас? Снизу вверх. В принципе, порядок тут не имеет значения, но удобнее снизу вверх укладывать и обрезать данную вату немножечко с запасом и прям утрамбовывать, чтобы она прям плотно-плотно входила. Поэтому не будем терять время. Поехали! У меня расстояние между брусками 59 сантиметров, вата 60. Делалось это специально, чтобы как раз она плотно вошла. Укладывать данную вату каменную очень приятно, очень удобно, нигде не разваливается. Ну и смотрите, как это все быстро получается. Все это будет еще потом проклеиваться. Давайте сразу большие вначале уложим, потом уже будем маленькие резать. Стену мы все сделали. Теперь, друзья, на примере этой стены, кстати, здесь уже стало глухо. Вот, я покажу, что дальше делать. Дальше прохожу швы вертикальные. Вначале, сейчас, вот, вначале так, потом горизонтально. Ну, а потолок будет делаться отдельно. Вот, чтобы потом нахлыст сделать и еще спустить фольгу сюда. Так. Вообще крутая лента, она мне очень нравится. Вот. Перчатки придется снять. Клеится очень хорошо, очень плотная. Ну и еще принял решение, что основная задача это отражение ультрафиолетовых лучей. Следовательно, я после этого еще пройду рулоном фольги по кругу, чтобы окончательно уже душа была спокойна. Вот, потому что, в принципе, в сауне это основное, чтобы не выходила влажность и было отражение. Так вот. Теперь будет легче работать. Это кончик постоянно. На самом деле, я говорю, фольга очень хорошо клеится. Покрыло сделаем, потом выровняем. Фольги не жалейте, она стоит
250 рублей. Так вот. И плотненько, чтобы ничего у нас не попадало. Ну и так будем делать все полностью по кругу. Такая вот лента специально для бани саун, выдерживает высокие температуры до 180 градусов, не пропускает термоотражение и паронепроницаемость. Такой лентой я пользуюсь. Всю комнату мы уже сделали, также бруски я прошел фольгою, чтобы также на них не попадала влага, чтобы она туда вообще не было доступа. Но и перед тем, как еще пройти помимо утеплителя с фольгой, обычной фольгой, я решил показать эксперимент. Вот. Здесь температура около 2000 градусов. Видите, она раскаляется, красная прям, да, но не горит. Видите, и все уходит. Вот фольга сгорела, дальше продолжаем. А сама вата не горит. Это 2000, температура 2000. Ну, естественно, такой температуры в сауне быть не может. То есть слой рушится при открытом огне, но не горит. Отличное средство. Вот, кстати, с обратной стороны даже руку спокойно представляю. То есть она тепло вообще не пропускает. Итак, использую вот такую вот фольгу Мегафлекс. Тоже специально для бани. Я ничего не выдумываю, никакую пищевую фольгу не беру. Беру то, что необходимо, то, что уже проверено. И она метровая. И сейчас мы по кругу будем делать снизу вверх, как мы кладем шифер. Снизу вверх, чтобы если даже какая-то влага будет появляться, чтобы она скатывалась вниз по фольге.
Два листа прикрепили, нижний, верхний. Решил показать, как скотчем металлизировать. В принципе, ничего здесь сложного нету. Уже проклеил вдоль косяка, так сказать. Ну и теперь поехали. Все эти швы также между собой проклеивать. И там, где скрепки идут, также. Вот. На хлест у меня между листами где-то сантиметров 5 получился. Это более чем достаточно. Вот. Теперь так вот. Это еще раз проходим. Так, мы сделали два слоя здесь по кругу и сделали уже здесь с напуском, то есть немножко сюда на углы и наверх. Теперь отрезали два куска, можно их видеть, один уже здесь лежит, вот, и теперь отсюда нахлестом сюда и также вниз. Вначале один кусок, ну а потом второй, так что продолжаем. Ну что, можно сказать, что с пароизоляцией, влагоизоляцией, теплоизоляцией мы закончили. Использовали всего три основных материала. Это каменная вата, это лента алюминиевая термо и фольга. Тоже специально для бань. Вообще, в принципе, все эти три элемента все были специально для бань выпущены. И можно подвести итог. Каменная вата Rockwell для сауны и бани ушло 3 упаковки. Каждая по 850 рублей, итого 2550. Лента алюминиевая термо ушло 6 рулонов, каждая по 40 метров. Это вот такая вот Мегафлекс, такая лента, ну в принципе я уже показывал. Каждая по 230 рублей, итого 1380 на ленту было потрачено. И фольга для бани, это вот эта фольга, ушло 2 рулона, каждый рулон по 10 метров. Также фольга для бани, она 50 микрон, 10 метров длина каждого рулона, итого 570 рублей один рулон, итого вместе 1140, 2 рулона. Общая стоимость затрат на утепление, пара, влагоизоляция, сколько угодно можно назвать, получилось 5070 рублей. Считаю, что это нормально, потому что баня для себя, сауна, точнее для себя, так и поэтому и проект называется. Ну а дальше уже необходимо будет обшивать, делать определенную обрешетку, но не везде. И об этом я расскажу, конечно, в следующем видео, уже когда буду делать непосредственно обрешетку. Будет интересно, так что оставайтесь на моем канале, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, до скорой встречи.